От пациента упал на бедро. Прошла неделя и появился маленький синяк, и перешел чуть правее и стал похож по структуре на локальную водянку. Припухлость с водой без покраснения, посинение и температура. Прикасаться неприятно, ходить могу, но тоже дискомфорт. 9-й день травмы. Сделано МРТ в области тазобедренного. По расшифровке, скопление жидкости в подкожной жировой клетчатке правой тазобедренной области. Жидкость травматолог откачал шприцом, жидкость слабоокрашенный чай без вкраплений крови, объем 80 мм. Но жидкость опять появляется. Прошу сделать расшифровку на наличие повреждений и причин развития жидкости. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 35 лет. Дата исследования 11 ноября 2022 года. Область исследования: тазобедренные суставы. Анатомические соотношения в суставах сохранены. Суставные поверхности конгруентны. Суставные поверхности ровные, с признаками минимального субхондрального склероза. В полости суставов определяется физиологическое количество свободной жидкости. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. В головке левой бедренной кости киста размером 9 на 6 на 5 мм. Справа, на уровне большого вертела, определяется субкутанное скопление жидкости, размером 78 на 26 на 104 мм, объемом 110 кубических сантиметров. Прилежащие мягкие ткани отечные. Признаки уплощения крыши вертлужной впадины с обеих сторон не выявлены. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не несколько истончен. Периартикулярные ткани слева не изменены. Заключение МР: признаки ограниченного субкутанного скопления жидкости в области большого вертела правой бедренной кости, двухстороннего коксартроза первой степени. Рекомендована консультация травматолога. 13 ноября 2022 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: собственно, кости целы. И это хорошо. Под кожей есть скопление жидкости, объемом около 110 мл. Я бы рекомендовал ее удалять под УЗИ-контролем и наложить давящую повязку. Также имеет смысл проверить свертывание крови. Потому что если снова появляется жидкость коричневатого цвета, то это говорит о содержании крови в жидкости. Вопрос пациента: если не сложно, дайте, пожалуйста, короткое пояснение. На МРТ не было разрывов, надрывов связок или мышц. 2. Жидкость находится между кожей и тканями и не имеет отношения к вертлужной бурсе. Правильно? Ответ к М.Н. Котова М.А. 1. Нет. 2. По всей видимости, скопление жидкости не связано с суставной сумкой.